Сделали район, и он сразу нормальный. Невероятно, оказывается, можно делать сразу нормально и не обживать потом ничего. Отсюда мусор по трубам попадает на распределительную станцию, где уже потом на мусороперерабатывающий завод его уносят. Что нужно на детской площадке? На детской площадке нужен гриль. У нас бы сказали, что это за ржавая хрень, похожая на крематорий. И они просто сидят на пирсе, жарят что-то, и пьют пиво. Вот это, конечно, очень круто. Жить хочется, друзья, жить хочется. Мы с вами пришли в новый район, он только еще строительство заканчивается. Там были какие-то старые газгольдеры, и вокруг них сейчас здесь выросло несколько кварталов. Сейчас пойдем смотреть, что здесь понастроили. Обратите внимание, что все фасады разные. Нет ни одного одинакового здания, ни одного одинакового фасада. Везде разные материалы отделки. То есть, прям вот этот вот деревом отделан, такой длинный, такой темный кирпич. Здесь вот красная плиточка. Даже вот этот вот яркий фасад, он, во-первых, очень благородный красный цвет, и, во-вторых, он довольно корректно, здесь как такая цветовая доминанта встроена в этот район. Это совершенно не те ужасные цветные фасады, что обычно у нас делают. Я вообще очень много критикую цветные фасады, которые делают у нас, и вполне заслуженно, если вы поймете смысл претензий. То есть нету проблемы в красном цвете, нету проблемы в цветных фасадах. Вопрос в том, как этот цвет используется. Здесь можно привести аналогию с одеждой. Если вы не умеете сочетать цвета и одеваться, лучше носите все серенькое, черненькое и не прогадаете. Если вы вдруг решили надеть там на себя красный пиджак или что-нибудь вообще такое яркое, вызывающее, то у вас должен быть очень хороший вкус. И многие думают, что это весело, да, если мы берем какой-то серый вот унылый фасад и начинаем вот его раскрашивать, не делать серым. Нет, это совершенно не весело, и цвет фасада не имеет никакого отношения к настроению и к веселью. Вход в подъезд. Консьержки нету? Угу. Сразу лифт. И входы на одном уровне, все прозрачные. Вот, посмотрите, такой глазурованный кирпич, насколько круто вообще он смотрится. Так, сейчас пойдем посмотреть двор. Двор вот этого красного дома. Дворы здесь все открытые. Тут у нас велопарковка для жителей с зеленой крышей, кстати. И здесь такое вот простенькое благоустройство. Первые этажи имеют свой выход. Видите, свои маленькие террасы. Ну и, в принципе, пространство двора довольно эффективно тоже используется. Нету никаких ни пустырей. Везде он... либо благоустройство, либо здесь какая-то небольшая песочница, какая-то травка, лавочки. То есть сделано все очень круто. И тут мы внутри красного дома. Подъезды сквозные, то есть один выход на улицу, другой выход во двор. Это, к слову, о том, а как же мне разгружаться. Вот когда у вас такие вот подъезды, как здесь, да? Видите, видно там на другой стороне выход на улицу. И, собственно, с улицы вы разгружаетесь, потом, а здесь вы ходите просто во двор погулять. Кстати, интересно, как здесь работает охрана, потому что когда мы с Аркадием Гершманом гуляли под Финляндией, очень быстро всегда приезжала охрана, потому что бдительные граждане звонили, сообщали, что какие-то непонятные люди ходят и фотографируют наши велосипеды. И всегда у них было подозрение, что мы пытаемся сначала сфотографировать велосипеды, чтобы понять, какая там защита, какие велосипеды, а потом их украсть. Ну, посмотрим, как охрана работает в Швеции. Обратите внимание, что на улицах ни один квадратный метр без дела не пропадает. То есть тут у нас есть тротуар, тут у нас есть парковка, тут у нас есть проезд, опять тротуар. Парковку от тротуара отделяют деревья, люди идут вдоль фасада, и вот все пространство, оно очень эффективно используется, нету никаких пустырей. То есть каждый квадратный метр в деле. Вот вы обратите внимание, как здесь водосточные трубы сделаны. Они уходят сразу в ливневую канализацию. Вот. А чтобы всякие камешки в ливневую канализацию не попадали, здесь стоит такая решеточка. То есть камешки, они все выходят вниз на асфальт, а вода уходит в ливневую канализацию. Ну и внутри есть провод подогрева, чтобы зимой не замерзало. А еще остались камни, с зимы не убрали. В Швеции, как и в других скандинавских странах, солью дороги не посыпают, тротуары, вот, а посыпают их камешками. Вот эти вот клумбы, они сделаны ниже уровня тротуара. Из них не вымывается грязь. Это позволяет сохранять район чистым.
Какая-то кухня, это общая кухня, наверное, для всего дома. Клубная кухня. Обратите внимание на пешеходные переходы. Во-первых, здесь используется брусчатка, которая помогает снижать скорость движения, она успокаивает трафик. Во-вторых, вот переходы, они приподнятые, в один уровень сделанные, и автомобиль при подъезде к нему должен тоже автоматически скорость снижать. Такой район, вот он, видите, безопасный, никто не разгоняется, и по нему комфортно ходить. Не нарисованы ни зебры, нету разметки, нету знаков. И все участники дорожного движения, подъезжая к например, они должны договариваться. Каждый раз должны договариваться, кто переходит. И пешеходы становятся более внимательными. То есть пешеход не несется, думая, что у меня здесь зебра, я поэтому понесусь. И посмотрите, как медленно едет машина и аккуратно. Потому что машина, видите, она смотрит во все стороны. Она тоже не знает, поедет ли кто-то, не поедет, пойдет ли пешеход. Вот смотрите, видите, он подъезжает и так вот замедляет скорость. Если мой канал смотрят сотрудники ГИБДД, расскажите, как вы относитесь к улицам, где нету знаков? Вообще, что это такое? Как это нет знаков? А как нам кого-то штрафовать? Следующий двор. Тут какая-то, смотри, штука, резервуар для сбора дождевой воды. То есть у нас водосточная труба с крыши, она идет в этот бак. Здесь просто вода, такая сетка, чтобы она не испарялась. А тут есть такой вот краник. Он заблокирован. В общем, есть краник, которым можно потом поливать. У первых этажей свой выход, у каждого участочек. И на каждом этом скворечник на пожарной лестнице. Зачем нужны первые этажи? Первые этажи нужны, чтобы располагать там прикольные кафешки, где люди будут отдыхать. Но вот еще раз я бы хотел обратить ваше внимание, то, что каждый дом, он уникальный. У всех разная архитектура. Вот мы смотрим, и нету ни одного одинакового дома. Вспомните, как вот вы идете по центру, да, тоже ведь нету одинаковых домов. Все дома разные, и вам приятно идти, потому что у вас с городом возникает какой-то диалог, вы рассматриваете фасады, идти вам не скучно. Так и здесь новый район, и он уже сразу интересный. Тут, видите, сразу высадили взрослые деревья. Они сейчас еще только распускаются. Летом здесь уже будет зелень, деревья высокие. Я думаю, так с виду лет 7-8 вот этим вот деревьям. Тут липы, еще какие-то деревья. Здесь какая-то непонятная конструкция. Она вот такими металлическими листами с какими-то вот непонятными надписями. Это, по-моему, вентшахта от подземной парковки. Так вот сделаны лавочки из таких досок со спинкой. Кстати, обратите внимание, да, что здесь спинка, она двигается, и лавочка такая получается двусторонняя. То есть можно с двух сторон сидеть. Собаки. Все первые этажи какие-то кафе на площади. Электрозарядка для электромобилей. Есть версия, что это детский сад. Значит, детский садик у нас маленький. И у него очень маленькая территория с одной вот верандой. И на рельефе такая небольшая детская площадка. Даже прудик. Сейчас мы пойдем с другой стороны смотреть. Есть велопарковка. Внутри есть парковка для колясок. Вот там, видите, стоят коляски. И вот территория детского сада. Горка, крокодильчик, бревнышки и стена, на которой можно мелом что-то рисовать. Модная ржавая урна. Значит, у нее есть номер, и есть вон даже красивая табличка производителя. Можно позвонить по телефону и пожаловаться, что она ржавая. Какой-то карьер был, видишь, гранит добывали. Вот еще один двор. У всех первых этажей есть свой участочек. В центре небольшая детская площадка. Да, открытый грунт. Мы с вами помним, что открытого грунта быть не должно. Надо позвонить, пожаловаться. Что это такое? Сейчас мы посмотрим, как это работает. Да, вот у него есть карточка. Он этим вот ключом открывает. Хоп. И все это отправляется в мусорную даль. Отсюда мусор по трубам
попадает на распределительную станцию в большие контейнеры, где уже потом на мусороперерабатывающие заводы его уносят. И здесь опять на первом этаже у нас, судя по всему, детский садик. Смотри, в каждом доме есть маленький детский садик. Да, всегда так. Красота. Они еще конкурируют между собой. Угу. Еще один двор, но в отличие от всех остальных дворов, к этому двору внутри есть проезд для машин. И вон даже какая-то машина сюда приезжала, что удивительно. Но вполне возможно, что и с внешней стороны нет подъезда, поэтому они с внутренней сделали. И здесь уже на первых этажах опять участочки у тех, кто там живет. Это какой-то некрасивый двор. Зато много велосипедов. Здесь стоят столы с какими-то конструкциями. Но я думаю, эти конструкции предполагают, что их заплетать растения будут. А вот здесь вот дворовые грили. Вот красота. Дворовые грили от фирмы Хакс. Да, вот, смотри, видишь? Вот. И оно все заплетет, и у них будет такая красивая зеленая арка. Наконец-то мы нашли большую детскую площадку. И здесь даже бегают дети. Что нужно на детской площадке? На детской площадке нужен гриль. Да, пока дети играют, родители жарят сосиски. Трактор деревянный. Столы с навесом. Невиданное дело. Песочница под навесом. Здесь похоже на первом этаже детский сад еще один. Ну, может, школа, не знаю. Тут у них классы, игровые комнаты. Вот у нас новый двор. Ну, все так же простенько и функционально, как и у остальных. Видели мы дворы и получше. Это вентшахты, видимо, с подземной парковки. Они такой вот штукой закрыли. И здесь тоже вот летом должна быть зелень. Опять небольшая песочница, деревья. Что вот в этих вот? Заливаешь туда воду, и он потихоньку, медленно эту воду отдает деревьям. Такие вот штуки для полива. Вот жители купили себе искусство. Такой вот модненький подъезд. Подъезд лучше, чем у многих квартир. А здесь какое-то кафе. Вот живые первые этажи. С кафешками, магазинчиками. Обратите внимание, да, что во дворах они делают такие совсем маленькие детские площадки, а большие делают немножко вдали, чтобы все шумные активности были не под окнами. И вот это вот самый кайф. Смотрите, вот видите, там девушки сидят на пирсе, и у них стоит такой маленький гриль, пивасик. И они просто сидят на пирсе, жарят что-то, и пьют пиво. Вот это, конечно, очень круто. Озеро с уточками, пирсы. Что еще надо для счастья? Видите, вот здесь у нас стоят жилые дома. Как прекрасно, да? Вот эта вот квартальная застройка такая плотненькая, средней этажности. 5, 6, 7 этажей. И здесь такой вот парк, озеро и, конечно же, вот гриль. И можно вот так вот прийти, да, и уголечек, вон там сосиски. Что-то пива многовато у них. Очень круто они, конечно, делают. В принципе, как и в Норвегии, как и в Финляндии, я вам уже показывал. Кстати, если вы не смотрели ролики из Финляндии, обязательно посмотрите. Вот тут вот в подсказочке всплывают очень интересно про новые районы в Хельсинки, которые я год назад снимал. Это квартальная застройка, это застройка средней этажности. Никто не лепит вот этих вот непонятных уродливых микрорайонов, как это делают у нас. Это такая довольно плотная застройка. Это то, что мы называем, это чтобы им смотреть окна в окна, да. Это позволяет сделать уютные функциональные пространства, где практически отсутствуют пустыри, где все очень грамотно организовано и где приятно находиться.
каждая мелочь продумана, да, вот эти вот водосточные трубы продуманы, там как плитка лежит, как сделаны там приствольные решетки, как организованы дворы, как организован там сбор мусора. Вот эти вот все мелочи, все продумано, и от того здесь, блин, как круто. Это все, жить хочется, друзья, жить хочется. А теперь вспомните свой двор. Хочется ли вам выйти в ваш двор, смотреть на грязные машины, уставивших в них лицом, там, на разбитый какой-то асфальт, на пыль, на грязь. Район, в котором мы с вами ходим, это местный средний класс. То есть не надо думать, что это какое-то запредельное жилье. Это здесь ничего такого особо крутого нет по местным меркам. Квартира двухкомнатная, 50 квадратных метров, она стоит примерно 8 тысяч евро за квадратный метр. Другая квартира, но это все с отделкой уже, она примерно 7 тысяч за квадратный метр. Вот с террасой, с большой террасой, с видом на лес, вот таким вот видом, она уже у нас стоит 9300 евро за квадратный метр. По нашим меркам это дорого, по российским, но по шведским меркам это вполне приемлемо, особенно если учитывать, что здесь нормальные условия по ипотеке. Это наш средний класс, так что не надо пугаться. Средняя цена это где-то 7-8 тысяч евро за квадратный метр. И это новый район, ему вот несколько лет, и он уже, вот мы здесь находимся, да, и нет такого ощущения, что это новый район. Вспомните, как говорит наш район, да, это какие-то строительный мусор, там все недоделано, вообще все кое-как, грязь, нету деревьев, и это много-много-много лет, и говорят, он обживется и будет нормальным. А почему нельзя сразу нормально делать? Вот посмотрите, да, сделали район, и он сразу нормальный. Невероятно, оказывается, можно делать сразу нормально и не обживать потом ничего. Ну и, естественно, можно не говорить даже о том, что здесь нет машин. Двор без машин, это уже давно стало нормой в нормальных странах. Только у нас продолжают делать дворы-парковки. Но если вы посчитаете количество людей, которые в доме живет, и количество парковочных мест, которые у вас есть внизу, вы увидите, что в среднем 20% только жителей имеют возможность ставить машину, остальные они вынуждены ставить либо на каких-то пустырях, газонах, тротуарах. Но большинство жителей, они вообще никак двором пользоваться не могут. Парковки все платные. Вот здесь вот машины платной парковки, и, скорее всего, здесь должно быть ограничение по времени. Это так называемые гостевые парковки, которые делаются вот в профиле улиц, а для жителей все парковки подземные. Вот смотрите, какой классный у нас бульвар. Для нас, к сожалению, даже такая площадка — это чудо, чудное, диво, дивное, потому что у нас в каждом дворе продолжают лепить пестренькое ксиловское говно. К моему большому сожалению. Можно просто вот какие-то бревна привезти, вот эти пенечки напилить, все это огородить, как-то обустроить, вон песочница, зонтики, и уже вот получается какое-то такое небольшое пространство. Так, а это самые новые дома здесь. Здесь прямо еще вот стройка идет. Их даже на карте нету, даже благоустройство еще не закончено. Это автополив. Здесь, видимо, какой-то цветничок будет. Пеностекольный щебень. Дорогущий. О, вот такие классные эти металлические панели. У нас бы сказали, что это за ржавая хрень, похожая на крематорий. На первом этаже у всех квартир выход прямо на улицу. Конечно, они делают мусорные баки в самых неожиданных местах. Вот эти мусороприемники. То есть никогда не знаешь, где здесь будет мусор приниматься. Идеальная чистота. Вот они их так сделали, что их можно располагать где угодно. Нету ни запаха, ни грязи. Жители сами ответственны, потому что они платят за уборку. Если здесь насвинячишь, тебя соседи потом на собрание распнут, быстро на улицу отправишься. Такая маленькая какая-то детская площадка. Велопарковка. Не, ну, смотри, вот здесь нормальный двор. Прямо... Хороший. Каждый метр квадратный используется. Ливнестоки. Ливнестоки такие. Ничего себе. Грандиозно. А тут какой-то будет зеленый туннель для детишек. Вот они вот связали, но еще ничего не расцвело. Когда расцветет, будет красиво. Такой собачек. Для детишек и собачек. Он туда будет уходить. Этот дом прикольный, смотри какой. Хоп. Очень классно. Угу. И вон все дома разные. Такая вот пергола с лавочками. Смотри, как елочка выложена. Угу. Паркет, как в Версале практически. Хоть сейчас балы тут танцуй. Мы видим большой какой-то центр, который здесь будет с какими-то развлечениями, активностями культурными. Я так понимаю, какой-то творческий кластер будет.
Мы здесь видим жилье разного уровня. Есть обычные многоквартирные дома, есть какое-то подобие таких городских таунхаусов. Есть дома высокие, есть низкие. Мы видим разнообразие дворов. Мы видим, есть какая-то историческая архитектура, сохраненная, которую сейчас реставрируют. Мы видим что-то супер новое. Мы видим парк. И это круто, потому что, когда мы говорим про освоение новых территорий, должна быть смешанная застройка, разный тип жилья, чтобы каждый мог выбрать себе, что ему нравится. Но общие принципы, они сохраняются. Это квартальная застройка, это эффективное использование территории, это хорошее благоустройство, комфортная городская среда. Повсюду стоят такие какие-то горшки, клумбы, еще что-то с цветами, видишь? О, смотри, это из ящиков с инструментами. И еще один черный дом. Крематорий. Архитектор Герт Вингард. В 15 году построили пирс, и там прямо все для купания. Так, вот здесь была какая-то гора, которую они снесли для того, чтобы построить здесь дома. И теперь, я так понимаю, вот эти некоторые дома, они упираются прямо в скалу. И это вот самые новые кварталы, которые здесь есть. Нет ничего плохого, что здесь построили две такие башни, и в них, кстати, 24 этажа. 24 этажа — это вот то, как сейчас строят в Питере и везде. Это вот максимальное, что им разрешают делать. Они фигачат 24-этажные башни. Но здесь вот эти вот две башни, они не смотрятся отвратительно. Потому что смысл вообще хорошей застройки, она должна быть разнообразной. И когда мы говорим, что застройка среднеэтажный, нет проблемы, что у вас где-то в районе вот появилась какая-то черная башня, как доминанта. Это не преступление. Преступление, когда вы берете все поле без инфраструктуры, застраиваете вот этими вот ужасными башнями. Значит, что почем? Вот в этой черной башенке 80 квадратных метров стоит 520 тысяч евро. 83 квадратных метра нам отдают за 4 миллиона 300 тысяч крон. А вот, кстати, очень крутая городская скульптура. Вот посмотрите, я уже не первый вам показываю. То есть так вот просто и круто. Вот это вот хорошая городская скульптура, потому что нам хочется сесть, потрогать, сделать фотографию и поставить этим ручкам лайк. Я на самом деле думаю, очень скоро подобные районы начнут появляться в России. Ну давайте 10. 10 лет, это то, что я называю, произойдет революция. Произойдет революция, потому что уже есть зачатки. Да? Посмотрите там на новый проект, то, что ПИК делает в Москве. Да, пока это не тот масштаб, да, эти кварталы, они пока слишком большие, но уже какие-то принципы, они в России внедряются, они людям нравятся, и уже понятно, что это не стоит каких-то адских денег. Дома в Бутово, то, что я снимал, это хорошие детские площадки, это хорошая городская среда, это квартальная застройка, это нормальные подъезды. Или вот я недавно из Красноярска вам показывал Южный берег район. То же самое, да, квартальная застройка, нормальные улицы, активные фасады. И сразу люди выходят, гуляют, там комфортно находиться. Лет через 10 все эти квартиры в муравейничках, они потеряют ликвидность, они будут никому не нужны, и это будет огромная проблема. Будем сносить муравейнички. Не ведитесь на эти разводки про студия за 1 миллион рублей 20 квадратных метров. Не покупайте, лишь бы купить. Вы потеряете эти деньги. Недвижимость вот в этих панельных муравейниках, в этих гетто на окраинах городов, она потеряет ликвидность еще при вашей жизни. Во многом виноваты и потребители, когда строят всякое говно. Если бы люди не покупали в этих панельных уебищных районах квартиры, их бы не строили. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик и отправлять это все друзьям, родственникам, коллегам по работе. Приучайте людей к хорошему жилью и смотрите мой канал.